Дело было так, я был просто в отпуске, приехал в Судак и ходил по Сурожской крепости, читал газету местную и нашел там статьи Горшкова, которые мне показались очень интересными. Просто в местной прессе статьи археолога, хранителя крепости Горшкова. Мне казалось это крайне интересно, я решил через редакцию с ним познакомиться, приехал домой. Он был очень рад, что вот есть люди, интересующиеся древней историей. Это было уже во времена, когда там была Украина. И вот, сказать, интересующихся людей найти было не так просто, наверное, этой теме. Меня он просто поразил, он был такой, волшебник, так скажем, да, то есть он выглядел так, с длинной седая борода, он прекрасный, кстати говоря, художник. В маленькой квартирке, там она вся была завалена картинами, рукописями, археологическими всякими артефактами. Все это было крайне все очень любопытно и очень интересно, такая вот это была встреча. Почему мне было важно встретиться с человеком, который хорошо знает археологию Судака и Сурожа? Дело в том, что Велесова книга написана в Суроже. Вот о чем говорит сама Велесова книга. Она описывает в значительной степени историю Сурожского княжества и вообще Южной Руси. И она была создана в храмах, славянских храмах древнего Сурожа. Все совершенно противоречило официальной истории. Такого было быть не может. Да? То есть как это может быть, как может быть Сурож, давайте искать ее где-нибудь в другом месте. Вот Сурож, невозможно ее искать в Тавриде, в Крыму. Да? И вот я с этим вопросом прихожу к главному археологу Сурожа, Судака, хранителю Сурожской крепости. Вы не представляете, как он обрадовался. Он говорит, это моя тема в последние 40 лет. Вот. Я всегда считал, и я доказывал, что Сурож является аналогом Новгорода, древнего Новгорода. И он показывает мне вот свои неопубликованные горы просто рукописей. Объясняет мне, вот такой-то слой мы поднимали, вот смотрим, вот это время, когда там были генуэзцы. Вот время с 3 века, когда он еще не может быть, это вот Сурож по официальной как бы версии истории, там, которая как бы существует в официальной науке, его не может быть, а он строится. И это строится вот это 2 линии стен, вот эта Судакской крепости, еще до генуэзцев, за 1000 лет до генуэзцев, да, строится, скажем, по тому же принципу, как строился одновременно Константинополь. Очевидно, совершенно теми же приемами, может быть, даже той же строительной командой, которую строил Константинополь. То есть вот этот Сурож, когда он получал свои вот эти современные, известные нам очертания, да, Сурожской, вот этой генуэзской так называемой крепости, да, он был построен изначально, когда он был столицей Сурожской Руси. Это был стольный град, и со стенами, сравнимыми, там, скажем, с московским Кремлем. Да, вот такого качества была постройка, очень могущественное было княжество. И называли, его владыкой морей, да, владыкой Черного моря, как минимум. Да, вот такое было мощное княжество. Ее строили та же команда, что строила Константинополь тогда, вот стены Константинополя возводила. Вот он это все доказывал, показывал, что это было. А что генуэзцы потом, он говорит, дальше, что было генуэз? Вот мы находим крепость современную, называем ее генуэзской. Там на камнях есть клейма мастеров, которые говорят, посмотрите, в Феодосии там, да, понятно, ее в Феодосии строили генуэзцы, это совершенно очевидно, да? Вот. Но Сурож, они не строили, они реставрировали старую крепость. Вот что делали эти мастера. Он говорит, все известно. Генуэзцы все сохранили. Сколько было мастеров, какое их было количество, какие были наряды, подряды, что они делали. Все известно, говорит. Они не строили эту крепость, они ее реставрировали и делали уже ее вот уже на свой манер, имеющий уже крепостное сооружение, простоявшее здесь уже там 1000 и больше лет. Да? Вот о чем он говорил и о чем он рассказывал. Вот это вот, мне кажется, крайне интересно, крайне важно. Ему было действительно откровением, что вот именно эта тема, которую он там доказывал всю жизнь, она подтверждается, скажем, той же самой Велесовой книгой. Для него она, конечно, сразу же стала подлинником и крайне важным источником, это конкретно для Горшкова. Да? Вот то, что было тогда. В Крыму, в Древней Тавриде, один из самых интереснейших с точки зрения археологии мест, это, конечно, Судак, который называется в русских летописях Сурожем. Мы знаем сурожских купцов, даже в Москве есть конец, где жили сурожские купцы. Вот. И всегда южных гостей, купцов, называли сурижанами, сурожскими гостями. Очень важно понимать, очень интересно заметить, что русские никогда не называли города иноземными славянскими названиями. Вот. И если у какого-либо города есть славянское имя, а Сурож, безусловно, славянское имя,
И таких Сурожей мы знаем не только в Тавриде, в Крыму, мы знаем и на Украине, и в России такие города, и селения с таким именем или со сходными именами. То есть это однозначно свидетельствует о том, что там жили славяне. И теперь, благодаря древним нашим источникам и той же Велесовой книге, мы знаем, что была также Сурожская Русь. Был город-княжество, подобный Новгородской Руси, на самом юге, в Тавриде, в Крыму. Это было и остатки этого города, и память о нем сохранялась до Средневековья, поэтому их так и звали Сурожем. Это местность и этот город, который в турецкое время после турецкого завоевания получил имя Судак. Оказывается, и со времен древних, со времен античных, со времен существования древней цивилизации славянской Рускалани, Таврида была славянской, и в ней было Сурожское княжество. И город Сурож сохранялся и потом, и в средние века, и вплоть до того времени, как уже там княжество Феодора и другие княжества византийского времени, которые существовали, он существовал параллельно с ними, преимущественно славянский город, вплоть до турецкого завоевания. Конечно, при турецком завоевании он был полностью вырезан, славянское население, или не полностью, потому что все-таки сурожские купцы, приходящие потом на Русь, во времена и турецкого владычества, да, они были и греками, и как-то они очень хорошо потом осваивали славянский язык, да, и становились славянами, и даже входили в какие-то, типа рода Гавроса, известные у нас дворянские уже Российской империи роды, да, известные. Сам Сурож, он, конечно, это очень древнее имя, наряду с именем Херсонес, это солнечное имя. Славяне и предки славян, селившиеся в этих местах, солнечных местах, так и называли свои города в честь солнечных богов. Поэтому Сурож в честь Сурии назван, это такое ведическое имя, которое есть и в наших ведических источниках, как имя Солнца. Другое имя – это имя Хорс, да, Хорс, бог солнца Хорса, в честь его назван, очевидно, Херсонес, находящийся рядом. То есть это солнечные имена, древние солнечные имена городов, располагавшихся на юге славянского мира. Не понимаю, почему наша археологическая, историческая наука не ищет корни славян на юге славянского мира, в частности в Тавриде и в Крыму. Там ищут и находят своих предков и немцы, готы, Готию, древнюю Готию, Остготию, да, находят их в Тавриде, в Крыму, предки немцев, византийцев, греков, естественно, хазар, всех находят в Крыму, а одних только славян никак там не могут найти и даже не ищут. Тем не менее, свидетельство пребывания славян и память об этом есть и в славянском эпосе, и в славянских священных книгах, Велесовой книге, в исторических свидетельствах, коих довольно много. И, конечно, подтверждает это все настоящая подлинная археология. Люди, которые занимались археологической наукой, в частности, хорошо знакомый мне сурожский археолог Горшков, он хранитель Сурожской крепости, был долгое время, в советское время, возглавлял длившуюся десятилетиями археологическую экспедицию и раскопками древнего Сурожа и Судака. Одна из основных его идей, одна из основных его тем, что Сурож и Судак во время и от античного времени вплоть до Средневековья в этом городе жили славяне. Их было много, и для него Сурожская Русь – это вообще-то реальность. Наряду с Новгородской Русью. Он находил там славянскую керамику, множество изделий, которые чисто археологически атрибутируются исключительно как славянские. Он написал диссертацию на эту тему, да, прилагал эти работы для публикования, но тогда, в то время, еще даже в советское время, эта тема была тоже отверженной, поскольку считалось, что средства выделяются только на античную, на греческое, изучение греческой истории, классической греческой истории, Крыма и Тавриды. Это считалось допустимым, остальное считалось такой археологической ересью. Но он ничего не мог поделать с тем, что он находит. Да? Он находит свидетельство того, что в Суроже жили предки славян. Он находит это, и это не какой-то там его фантазии, он просто строгий академический ученый, для него это было очевидно. И если говорить об истории Сурожа, истории Судака,
с точки зрения вот, той картины, которую предстала Горшкову, исходя из его археологических раскопок. Нужно понимать, что это такая вот Троя. Судак – это как для него и в самом деле аналог Трои, да, вот на нашем южном берегу, поскольку здесь люди жили в течение, наверное, многих тысячелетий. И археологических слоев, прекрасно сохранившихся в той же Сурожской крепости, которую он копает один слой, второй, третий, и конца этим слоям нету. Так их и не видно. То есть самый древнейший слой, который вот он раскопал, это слой, скажем, таврский слой. Таврида названа в честь древнего скифского и скифо-таврского рода тавров, да, вот, которых называли таврами. Да. Они изначально здесь жили тавры. Потом по Горшкову здесь начали с IV века до нашей эры, поселились греки, и здесь был город Афинион. Он нашел свидетельство этого города, это одна из была основных его тем, как греческой колонии, классической греческой колонии на южном берегу, в Причерноморье, наряду там с Херсонесом, Феодосией и так далее. То есть он нашел древний город Афинион. Он нашел его и свидетельства о существовании этого города, и в источниках античных, на картах древних, в периплах древних нашел свидетельство о существовании этого города, древнегреческого города, который возник, когда в IV веке поселились здесь греки, приплывшие из Афин. Поэтому они назвали свою крепость, тогдашнюю торговую факторию, назвали Афинион. Кстати говоря, это тоже оказалось темой запретной, поскольку в классической археологической науке с XIX века в перечислении городов-государств, да, древнегреческих, он отсутствовал. Просто тогда археологи об этом еще не знали, историки, не заметили, не все источники перелопатили, не все просмотрели. Да? Горшкову так и не удалось доказать, что в античное время существовал город на месте Сурожа и Судака, античный древнегреческий город Афинион. Торговый город. Существует музей, небольшой музей, где представлены его археологические на этот счет доказательства. То есть и древнегреческая керамика, и статуэтки различные, найденные им в раскопках именно того времени, когда здесь существовал древнегреческий город-полис Афинион. Но так и ему не удалось даже опубликовать это дело в научной печати. То есть это оказалось ересью. Видимо, как-то личные амбиции сказались каких-то конкретных, уже забытых, наверное, ныне археологов или еще что-то, как обычно это бывает в исторической археологической науке. То есть был таврский период, древнескифский период существования города. Тавры продолжали жить и дальше вокруг этого города, и в черте его, и торговали с греками. Да? Уже с III века на месте Судака, на месте Сурожа появилось уже поселение, и после походов уже Рускалан или Алан, появился уже город, тот, который славяне называют Сурожью, и тот, который имеет еще аланское имя Ардеба, имя, которое имеет корни уже иранские и аланские корни. То есть есть его имя, и есть указание на то, что этот город появился, и он появился уже и для официальной нашей исторической археологической науки. После этого аланского, русско-аланского, как мы бы сейчас сказали, уже завоевания. Есть об этом приписка в Синаксаре, это древняя христианская летопись, она была найдена в одном турецком, на территории Турции, в одном христианском храме. И там как раз есть приписка о том, что была такая война, было такое основание города аланами. С этого времени он существует уже официально и в официальной исторической науке. И он уже является городом для официальной науки аланским городом, да, как и другие города, многие города уже в Тавриде, в Крыму. Совершенно очевидно, как и во всех городах Причерноморья, там жило много родов и народов, там жили и ираноязычные аланы, предположим, конечно, жили. Жили там и славяне, собственно говоря, сурожцы, и греки жили, и римляне жили, и много кто жил. Всегда во всех городах Крыма жили десятки народов, разных народов всегда жили. Но поскольку он носил всегда древнеславянское имя Сурож и был не просто носил имя, а был столицей Сурожской Руси, он был преимущественно славянским.
Это как бы совершенно очевидно, это следует из нашей традиции, просто исходя из здравого смысла. И когда археолог Горшков раскапывал, находил там славянскую керамику в огромных количествах, славянскую именно керамику и предметы быта там, и он сравнивал эти свои находки с новгородскими, говорил, что это одно и то же. Что это совершенно однозначно археологически свидетельствует, что в Суроже жили славяне спокон веку, все века, и во времена греков, и во времена римского, и во времена Византии, вот, во все времена, и вплоть до Средневековья, вплоть до турецкого завоевания, когда, очевидно, уже прекратилось здесь славянское население, и он стал уже турецким городом Судак, вот вплоть до того, как он стал Судаком, здесь всегда жили славяне, и преимущественно славяне. Это была столицей Сурожской Руси. Вот о чем говорит исследование как археологические конкретно вот, замечательного археолога Горшкова, так и наши ведические источники, древние рукописи, летописи.